Привет всем моим подписчикам, а также случайным зрителям. Буду рад, если вам видос понравится и вы присоединитесь к числу моих подписчиков. Готовить мы сегодня будем утку с овощами, и готовить будем в скороварке. Вы знаете, так много в интернете сейчас стало роликов. Афганский казан, это так модно, популярно. Но есть ли смысл в нем готовить? Сегодня мы проверим, и я вам покажу, что в скороварке получится даже интереснее. Сегодня мы с вами будем готовить вот такую вот замечательную утку. Да, друзья, утка с овощами и фруктами. Первым делом давайте разрежем утку порционно. Вот эту хребетную часть я оставлю, потом сварим бульон на суп. Грудку вот таким вот образом вырезаем. И вот так вот разрезаем ее на 3 части. Итак, утку я разрезал по-простому, по-быстрому, без всяких заморочек. Понятно, что если там ее как-то специально разделывать на жарку, на специальной части, то там нужно особо подойти, аккуратно вырезать там и так далее. Нам здесь это не принципиально, поэтому по-быстрому, как получается, так и сделали. Отставляем пока в сторону и тем временем нарежем все остальные ингредиенты. Репчатый лук нарезаем на полукольца. Морковку нарезаем на кругляшки. Сильно тонко не нарезайте, но и в тот же момент не очень толсто. Теперь мы берем сельдерей и вот таким вот образом его на такие вот колечки нарезаем. Теперь мы берем яблоки. Таким вот образом убираем сердцевину. Здесь подрезаем. Ну и вот так вот на дольки нарезаем яблоко. Друзья, я сегодня хотел еще, знаете, что сделать? Я сегодня хотел передать привет одному YouTube-блогеру с канала «Люблю вкусно похомячить». Передаю привет в Германию. Димон, привет. Ты просил, я передал. Если вы хотите тоже передать привет себе, либо своим друзьям, которые меня смотрят, пишите в комментариях. Еще возьмем одну грушу, отрезаем попку и вот так вот кругляшками нарезаем. Еще у меня вот такой вот картофель, я его не буду очищать, хорошо его помыл и вот так вот, которые покрупнее, напополам разрезаем, которые вот такие вот небольшие, их прям оставляем как есть. Разогреваем сковороду, наливаем на нее растительное масло. Нам нужно слегка обжарить нашу утку, чтобы она у нас запечаталась. Прям вот со всех сторон ее до небольшой корочки обжариваем. Чтобы жир не брызгал, вот такую вот штучку рекомендую использовать. Это жироловитель. Пар выходит, это не крышка, а жир, который брызжет, он остается на этой решеточке. Утка очень жирная. Прямо она, смотрите, сколько дала соку. Но вот как есть, слегка вот так вот берем ее и обжариваем, насколько это возможно. А пока наша утка обжаривает, я беру вот такой вот котелок для нашей скороварки и начинаю в него загружать ингредиенты. На дно высыпаем репчатый лук. Нам нужно его вот так вот распушить. Добавляем цельные зубчики чеснока. Добавляем сельдерей. Берем веточки свежего тимьяна и вот эти вот шишечки, листочки снимаем
и отправляем сюда. В ступку добавляем белый перец горошком, а также зерна кориандра. Слегка их перемолим. И также высыпаем в нашу емкость. Добавляем половину чернослива. Наша утка обжарилась, я уже выключил плиту. И вот так вот сверху посолим нашу утку. И теперь ее берем и перекладываем в котелок. Вот так вот берем и закладываем. Жир от нашей утки мы также выливаем вот сюда, вот сверху. Ах, прям будет вкусняха. Добавляем вот так вот сверху морковку. Добавляем оставшийся чернослив. Добавляем картошку. Вот так вот. Все это слегка приминаем. Добавляем еще соли по вкусу. Ну и сверху все это дело закладываем нашей грушей и яблоками. Вот так вот. Котелок мы отправляем в нашу мультиварку-скороварку. Берем крышку. Вот здесь, кстати говоря, я хотел с вами поговорить. Вот напишите свое мнение в комментарии. Мне очень интересно. На ютубе многие топят и очень часто снимают в афганских казанах. А стоит ли оно того? Казан афганский, он реально стоит ну минимум 3-4 тысячи. Вот эта вот мультиварка-скороварка стоит, возможно, чуть-чуть подороже, но, на мой взгляд, она более универсальная. Почему? Потому что в ней можно приготовить и выпечку, и, например, у меня семья, когда хочет роллов, я совершенно спокойно в ней готовлю рис для роллов. Можно все что угодно в ней сделать. А афганский казан, но у него единственное преимущество, что его можно взять на природу и использовать на костре. А в остальном он вообще ничем не отличается от скороварки. Поэтому если у вас есть дома скороварка, даже не думайте заморачиваться и покупать этот афганский казан. Если я не прав, напишите в комментариях, давайте подискутируем на эту тему. Собственно говоря, это необычная мультиварка. Мы говорим именно про скороварку, которая также держит давление. У нее также есть клапан резервный и так далее. В общем, берем сегодня, готовим нашу утку в скороварке, и я вам покажу конечный результат. Я думаю, вы сами все поймете. Закрываем клапан, включаем в розеточку. Выбираем меню скороварки. Давайте поставим холодец. Но я добавлю еще времени. Будем готовить 45 минут. Итак, у нас все приготовилось. Минут 15 ушло на то, чтобы у нас прогрелось все. Потом началась работа под давлением. Поднялся замочек, который блокирует крышку. И, собственно говоря, после этого под давлением 45 минут наша утка томилась. Вот, видите, крышку вообще не повернешь. То же самое, как и афганский казан. Пока не выйдет пар, пока не упадет давление, также и здесь. По-хорошему, вот через этот клапан он потихонечку сейчас выходит. И нужно дождаться, чтобы естественным путем давление упало, крышка разблокировалась, и тогда мы сможем кушать. За это время, на это уйдет еще минут 20, у нас там все это дело хорошо дотомится. Мы, собственно говоря, примерно так и сделаем. А сейчас я вам покажу, продемонстрирую все-таки, есть там давление-то или нет. Вот, смотрите, клапан заблокированный. Вот так вот берем аккуратненько. Понимаете, да? Какая там вообще просто бомба. Я не думаю, что в афганском казане происходит как-то по-другому процесс приготовления. Все то же самое. Аромат-то какой пошел. И открываем нашу крышку. Вы только посмотрите, какие здесь чудеса. Смотрите.
шумовочкой берем. Я вам просто показываю, насколько сильно и хорошо здесь у нас все разварилось. Смотрите. Ну, посмотрите мясо, чтобы вы просто понимали. Вот так вот просто по волокнам просто расходится. Вот косточка. Вот. Все так же просто, смотрите. Просто вот так вот расходится. Картошечка просто мягчайшая. Мягчайшая. Вот она прям. Вот такая вот прекрасная. Ну и конечно, давайте попробуем эту бомбятину. Это настолько нежно, это настолько просто вот мягко, что ж просто тает как мороженое во рту. А аромат прям очень прекрасный, сладенько, кисленько, прям, знаете, всеми нотками вот так вот ля-ля-ля играет. В общем, вот такая вот у нас история получается в домашней скороварке. Судить вам, нужен афганский казан или нет. Я по-прежнему считаю, что он не нужен. Ну, только если, знаете, там, повыпендриваться, маркетинговый ход, или действительно вы часто ездите на природу и хотите там что-то приготовить. Но, как по мне, проще и быстрее будет сделать все в обычном казане. В общем, вот такая вот история. Пишите в комментариях, ставьте лайки. А на сегодня я с вами прощаюсь. До скорых вам встреч. Пока-пока!